Всем привет! Сегодня поговорим о статических нагрузках. Дело в том, что статические нагрузки можно разделить примерно на три типа. Высокоинтенсивная, среднеинтенсивная и низкоинтенсивная. Но никак не высокоэффективная, среднеэффективная и малоэффективная или низкоэффективная. Не бывает малоэффективных или низкоэффективных статических нагрузок. Это единственный тип нагрузок, который работает над нашей соединительной тканью. Это над тем, что соединяет наши мышцы с нашими костями. Теперь давайте немножко поговорим о низкоинтенсивной статике. Что это такое? Я уже показывал в роликах некоторых то, как я хожу там с пакетиком через пальчик. То есть фактически такая статическая пронация. Просто удержание на луч, перевод такого же удержания на бицепс на время. Что это дает? Мозг фиксирует положение углов. Статическая работа – это работа с углами. Все. Вы не делаете движения, вы не тянете мышцами. Вы просто зафиксировали и работаете с углом. Можете переводы делать. Здесь это не возбраняется. Для армрестлинга как раз переводы штука неплохая. Берем пятерочку, допустим, взяли, ну вот и держим. Сейчас где-нибудь. Вот так вот взяли и держим. Здесь пальчик работает, здесь тоже пальчики работают. Положение кисти правильное со всех углов. То есть это стартовое положение, по сути. Отведение уже здесь есть. Оно работает, отведение. Нагружается палец. И просто держим в углах. Держим на время. Засекайте время. Если вам скучно становится, естественно, нужно менять интенсивность статической нагрузки. Но повторюсь, вот такая нагрузка вы ее можете делать в то время, когда вы чем-то еще заняты. В сознании записывается информация об углах, о фиксациях. И когда вы будете повышать интенсивность статических нагрузок, вот эта запись в вашем теле, она останется. И вам будет проще воспроизвести те углы, уже наработанные углы, которые у вас есть. У меня примерно наработано 3 угла статических. Такой угол и вот такой угол. Примерно. Вот. Сейчас опущу его. Это проигрышный угол. В нем нет ничего хорошего, но он должен быть достаточно хорошо проработан. Стартовый. На старте вы должны очень хорошо держать углы, чтобы не растянуться. Даже если вас растянули, этот угол остановил. Ну и, соответственно, вот угол у нас уже угол победный, угол, где мы заходим в замок и начинаем бороть соперника. Тоже точно так же отрабатывается низкоинтенсивной статической нагрузкой. Вот, собственно, когда вы делаете долго и на время, это низкоинтенсивная статическая нагрузка. Естественно, когда вы повышаете интенсивность статической нагрузки, у вас растут веса. 40 килограмм. Вы, естественно, делаете по своим параметрам, сколько вам будет удобно примерно минуту держать и менять углы. Вот мы подняли эту гантельку, все, стоим. Вот угол. Я его не меняю. Постоянно нахожусь в этом угле. Кисть тоже не меняется. Я могу вот так вот двигать туда-сюда, делать переходы, это нормально. Я могу кистью переходы делать, но угол не меняется. Углы всегда держим. Держим углы, фиксируем положение. Мы можем чуть-чуть вперед наклониться, чуть-чуть назад, уйти вниз, уйти вверх, но мы оставляем углы. Это среднеинтенсивная статическая нагрузка. Потому что мы можем где-то удержать минуту. У нас хорошо прорабатываются углы. Хорошая работа с углами. Левый поделаю. Вот. Вот взяли угол, все. Перевели, все, вот он не меняется у вас. Кистью можете отрабатывать как хотите. Но угол
у вас остается прежний. Наклоняйтесь, поднимаетесь, как хотите, так и делайте. В общем, угол не меняется, угол остается. Работайте только с углами. У меня, к сожалению, нету гантелей, чтобы показать высокоинтенсивную статическую нагрузку. Ставим, что это гантеля 80 килограмм, и вы ее еле-еле поднимаете. Что вы должны сделать? Вообще, вот, честно скажу, одно из лучших упражнений – это как раз съем гантели со стола. Делайте его аккуратно, разогревайте всегда. Сначала низкоинтенсивная статическая нагрузка, потом среднеинтенсивная, только потом делайте высокоинтенсивную статическую нагрузку. Можете просто прокачивать. То есть раз, два, это прокачка. Но прокачка с угла, вы тоже работаете со статикой. Это среднеинтенсивная статика. Ну и вы подключаете динамику для перехода между углами. Так тоже нужно делать. Сколько и когда, в какой период тренировки вам должно подсказывать ваше состояние ваших связок. Я не могу вам дистанционно объяснить, что вам нужно делать для того, чтобы вы вдруг взяли и восстановились. Или у вас пошел интенсивный прогресс в статических нагрузках, да, в силе. Нужно рассматривать индивидуально, отрабатывать переключение между углами. Вот смотрите, у вас есть три угла, грубо говоря, проигрышный, стартовый и выигрышный. Вот у вас проигрышный, вот у вас где-то будет вот здесь стартовый угол. Вот берем от проигрышного до стартового и возвращаем. Оп, возвращаем. Оп, возвращаем. То же самое здесь. Взяли. Оп, возвращаем. Оп, возвращаем. Оп, возвращаем. Оп, возвращаем. Потом техническая работа над нюансами в армрестлинге. Теперь вам нужно сделать с этого в этот угол. Вы перевели, теперь с этого в этот угол. Как это делается? Чуть поглубже заходим. Снимаем. Все. У нас стартовое положение. Все. И делаем вот такие движения. Мы можем чуть наклониться, чтобы было потяжелее. Вот у нас переход. Раз, два. То же самое. Наклонились пониже. И вот работаем с углами. Можно так работать с углами. Вот, неважно. Все зависит от того, как вы держитесь, как вы боретесь. Но вы должны отрабатывать переходы. Среднеинтенсивная статическая нагрузка. Высокоинтенсивная статическая нагрузка – это когда вы ставите предельные веса и пытаетесь пройти вот эту самую мертвую точку. Для меня за 100 килограмм был предельный вес, который я снимал. Сейчас я купил две гантели по 70 килограмм. Это всего лишь 40. Этого больше, чем достаточно такой гантели, чтобы бороться на достаточно высоком уровне до 100 килограмм. Если вы правильно будете работать с такими весами, то, в принципе, и 40 килограмм может быть достаточно. Но мы же хотим большего. Поэтому теперь говорим о высокоинтенсивной статической нагрузки. Вот представим, у нас 100 килограмм. Мы подходим, подносим и максимально делаем одно усилие. И поднимаем, 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 поднимаем. Подняли, максимум подержали, все, что могли, все и бросили. Скорее всего, у вас даже не получится удержать более 3-5 секунд. Потому что веса экстремальные, лучше отпускать. Но это как раз нагрузка высокоинтенсивная, и она не просто развивает ваши связки, уплотняет, но когда у вас будут более плотные кости, связки также будут лучше крепиться к костям. Когда говорят о том, что мышцы могут расти сколько угодно, то есть что рост у мышц фактически не ограничен, он ограничен вашей сохранительной системой. Некая система безопасности в организме, которая страхует нас от получения травм. Она идеально работает, если вы работаете на своем. Если в вашем организме гормональный баланс,
Если у вас, допустим, по самой высокой отметке тестостерона, у вас достаточно много соматотропного гормона, посредством того, что вы вывели все это питанием, дыханием, движением, у вас достаточно микроэлементов, витаминов, минералов, моноаминокислот. Период восстановления будет коротким. Правильно начнете восстанавливаться. Я вам постарался показать 3 типа статических нагрузок. Это средней интенсивности, высокой интенсивности и низкой интенсивности. Почему показывал на примере одного упражнения? Для того, чтобы вы поняли, что используя всего лишь одну гантель и одно упражнение, можно сделать массу работы, именно статической работы. Статодинамическая работа в том числе, это когда мы переключаем с одного угла в другой угол, переводы делаем. Это же можно использовать в любом другом упражнении, в любых других дисциплинах. Я это использовал и в бобслее, и, честно сказать, когда занимался дзюдо, тоже это использовал. Мы недооцениваем держаки и переоцениваем тяги. Работайте с удержанием, работайте со статикой, разумно подходите к тренировочному процессу, контролируйте информационные потоки, шлите куда подальше людей, которые рассказывают вам о том, что в спорте невозможно без какой-либо подпитки дополнительной. Это чушь. Вы должны понимать, что ваш организм, ваше тело – это совершенная система, отлаженная миллионами лет, и нету никакого смысла вмешиваться в ее работу. Есть смысл помочь ей правильно работать, правильно адаптировать вас к нагрузкам и максимально правильно раскрыть свой потенциал, о чем я вам, собственно, здесь и говорю. Освобождайте свое сознание. Посредством методики и труда вы придете к любым результатам. Важно, чтобы вы занимались своим делом и вам нравилось то, чем вы занимаетесь. Хороших вам тренировок и разумного тренинга.